Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! Сегодня я захотела рассказать вам о бюджетных копиях известных ароматов. Мне кажется, эта тема интересная, особенно сейчас, когда любимые дорогие ароматы не всегда доступны, заканчиваются, их либо трудно приобрести, либо они стоят неоправданно дорого. Я подобрала самые различные ароматы, но все их отличает известность. И также попыталась подобрать к ним копии, которые у меня есть. Начнем мы с великой и ужасной Бакары Руж 540 Maison de Фрэнсис Киркчан, парфюмер Фрэнсис Киркчан. Итак, великая Бакара. Как она звучит? Что я в ней слышу? Для меня Бакара звучит морем, морским йодом, побережьем и сладкой сахарной ватой вместе с этим. И на фоне этих двух основных нот я слышу сладкие цветы. Для меня Бакара Руж не звучит больницей. Все, что с ней обычно связывают в этом направлении. Аромат красивый. Не считаю его сумасшедше стойким или свербяще тяжелым, как иногда говорят о нем. Но не могу сказать, что я его люблю. Просто он уместен при нанесении микродозы. Поскольку стоимость его сейчас составляет от 25 до 30 тысяч, а может быть и выше, уместно поговорить о копиях. Копий на Бакару очень много. Ну, наверное, я начну вот с этой. Это Richard Maison de Parfum Red Square, называется аромат. Здесь аромат заявлен как французский, хотя, если честно, фрагрантика о нем говорит только русскоязычная, и ни в одном интернет-магазине европейском я не нашла и этот аромат. Он продается исключительно у нас. Видимо, создатели этого аромата считают, что Красная площадь должна пахнуть Бакарой. Возможно, это правда, учитывая, насколько Бакара Руж популярна у нас была и остается в Москве среди определенного класса дам. Ну, Red Square, на мой взгляд, звучит похоже. На старте он более жесткий, менее сладкий и менее приятный. Я бы сказала, что сходство процентов 80, ну, если не говорить о стойкости и переливчатости. Следующая копия на Бакару Руж у меня – это от S Parfum, номер Т7. Создатели этой композиции попытались также отчасти повторить Бакару. Удалось или нет? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, даже 20-30% схожести здесь нет. Ну, возможно, попытка повторить йодистость, да, есть. Сладости здесь вообще нет. И соли. Такой соли со сладостью тоже я не чувствую. В Бакаре я еще слышу запах кожи такой, когда она раскрывается. В репликах на Бакару такого оттенка не слышно. Следующая реплика на Бакару Руж – Сюзанна. Нордан парфюм, марки Нордан парфюм. Сюзанна звучит, да, слаще других копий, что мне кажется ближе к Бакаре Руж, но она резка и сразу выдает свою стоимость. Ну, аромат недорогой, порядка 2000, сейчас его легко приобрести. Про S парфюм вообще не говорю, это бюджетный очень аромат, там 1200 стоимость за флакончик. На мой взгляд, лучшей копией Бакары Руж в бюджетном сегменте является Burberry Intense. И это флагман аромата Burberry. Есть у меня и сам Burberry, а это Burberry Intense, который был создан в 2019 году. И очень многие любители парфюмерии так и говорят, это упрощенная, удобоваримая, носимая копия Бакары Руж. Мне вообще этот аромат Burberry Intense очень понравился. Если Бакару бы мне носить не хотелось, то этот аромат я ношу с удовольствием. Он для меня
не содержит йода, он смолистый, сладкий. И да, здесь есть сахарная вата и петушки, леденцы на палочке, как в Бакаре, как в Бербери Фохио. Бербери Фохио. А Бербери Фохио Интенс именно на максимальном звучании приближен к Бакаре. Ну, в школе мы с вами заговорили о Бербери Хёр. Я хочу сказать, что в свое время этот аромат, а он был создан в 15-м, кажется, году, нет, чуть позже, в 17-м году, его, в общем-то, считают сам по себе, он считается клоном Бакары. Мне эти ароматы не похожи абсолютно. В Бакаре есть йодистость, такая морская солоноватая нота. А здесь же в Бербери Фохио просто исключительно петушковость, сладость и ягодность. Тут есть ежевика. Ну, такая, знаете, синтетическая, пластиковая ежевика, совсем не натуральная. Аромат, в принципе, такой звонкий, фруктовый, очень шлейфовый, громкий. По громкости и шлейфу он соревнуется с Бакарой. Вот. Но он, конечно, такой, я бы сказала, юный, девичий. Вот на него как раз у меня есть прекрасная копия от Бракара, линейка One Upon a Time, Fire Bloom называется, или огненный красный аленький цветочек. И вот тут вот как раз, мне кажется, Бракар повторил Бербери Хёр, ну, очень, на 90%. Опять же, что-то среднее удалось создать между Бакарой и Бербери. Мне этот аромат нравится, даже больше, чем Бербери. Он такой же громкий и стойкий. Стоимость у него там сейчас вообще снизилась, порядка 800-900 рублей за 100 мл. Он прожженный сахар, леденцы, и еще немножечко здесь есть специи, а именно здесь есть кардамон. Очень приятная такая нота. И это его делает немножечко особенным. Так что можно сказать, что Fire Bloom – это копия сразу двух ароматов: и Бакары Руж, и Бербери Хёр. Будем считать, что это что-то среднее посередине. По крайней мере, прекрасная, достойная альтернатива. Идем дальше. О чем я еще хотела вам сегодня рассказать? Ну, коль скоро мы начали, вернее, наш сегодняшний выпуск с больших известных величин в парфюмерии, давайте тогда еще сразу поговорим о фордовской орхидее Black Orchid Тома Форда. Мне этот аромат, конечно, нравится, несмотря на то, что он очень популярен, известен. Аромат очень интенсивный, бархатный, тяжелый, красивый, в моем вкусе, благородный, унисексовый. И на него есть, на мой взгляд, достойные реплики. У меня их 3. Начну я вот с этой. Реплика в Woods Collection Secret Source. По концентрации парфюмированной воды. Ну, это очень приближенная версия черной орхидеи. За исключением сладости, которая в орхидее есть, такой бархатистый, тяжелый, томный, 90% схожести аромата. То есть он менее сладок, более терпок, и из кожи он ощущается немножко по-другому. У него нет такой стойкости феноменальной, то есть одного распыления орхидеи Тома Форда достаточно, чтобы до вечера быть в облаке этого аромата и не обновлять. Здесь, конечно, требуется обновление, и нет такой красивой переливчатости. И еще один клон, который у меня есть, я ошиблась, у меня их 2, на Тома Форда орхидею черную, и это Тартуфа от Бракар. Аромат, который многим известен, и в свое время, когда он появился 2 года назад, за ним гонялись как сумасшедшие все блогеры парфюмерные, потому что это действительно размытая акварельная версия фордовской орхидеи.
Он как раз, тоже чуть-чуть ему не хватает сладости оригинала, но, он мне даже больше нравится, чем Woodstock, потому что он больше похож, на мой взгляд. 95% схожести. Стойкость не та, но вот 2 года отстаивания, и она увеличилась у меня. И, он прекрасен во все сезоны, и прям очень в шлейфе, даже можно спутать с оригиналом. Рекомендую. Стоит сейчас вообще там 500 рублей за 500 миллилитров. То есть такая себе прекраснейшая замена, для любителя. Ну, полностью не заменит, но когда хочется оригинал сэкономить, то бракаровский Тартуфо просто прекрасно справляется с этой задачей. Еще хочу рассказать, также об известном знаменитом байредовском аромате Балдафрик Байреда. У меня вот здесь есть небольшой отливат, потому что, конечно, офлаконивать я его не хотела. Аромат очень дорогой. Ну, а в звучании, да, он переливчатый, он красивый. Здесь я слышу такую жирность, слышу такую цветочность, и фруктовость вместе с тем. Но при этом, да, он очень, красиво играет, он очень нестоек. И из-за того, что аромат нестоек, учитывая его космическую стоимость, приобретать его я не стала в свое время, ну и не пожалела. Не могу сказать, что нашла полную замену, но просто нашла аналог, очень бюджетный и очень достойный, который популярен и любим. Это Only You Новой Зари, концентрация парфюм. Тоже не стойкость духов, конечно, у этого экземпляра, но тем не менее, как парфада вполне достойна. И вот вы видите разницу в пирамидах, она, двух ароматов, она незначительная. Если вот здесь вот у нас Балдафрик, это, конечно, такие бархатцы с черной смородиной, в первую очередь из фруктов и цветов, то здесь в Only You это бергамот, цитрусы, это ветивер. И, знаете, ощущение это такой вот лимонный кекс на подложке из цветов, и табак тут тоже есть, и мускус. Ну, табак в пирамиде не заявлен. Для меня аромат однозначно табачными именно листьями раскрывается. И это и хорошо, он делает эту композицию оригинальной, присутствие табака делает. Вот. В общем, как вариант и по схожести, ну, я скажу, в базе вообще не отличим Only You от Балдафрик Байред. Идем дальше. Расскажу вам о Chanel Chance Eau de Fraîche. Туалетная вода. Вот видите, осталось немного. В свое время был один из моих любимых ароматов. Это какая-то третья, по-моему, по счету соточка, которую я сносила. Потом мой парфюмерный вкус изменился в сторону восточного древесного направления. И вот этот экземпляр остался просто как память в свое время моему парфюмерному предпочтению в коллекции. Чем пахнет фреш Шанель? Ну, одеколонистый такой фужерный старт, достаточно грубый и резкий, прям делает аромат даже не унисексом, а мужским. Ну, а потом в базе он раскрывается пудровостью, тут есть ирис, и он запудривается красиво, звучит достаточно выразительно, громко, фужерно. Нет ни капли сладости. Прекрасный свежачок на сезон весна-лето. И, конечно же, он средней по стойкости. Ну, для туалетной воды Шанель вполне достоин. Достоин быть в коллекции. Его аналог у меня это Шансита Новой Зари, Шансита Акваверде. Шансит есть несколько. Вот Акваверде это максимально приближенная копия Шанса Фреш от Шанель. Шансита, кстати, даже в старте, вот вы видите пирамиду, она звучит менее резко, чем Шанс. Она звучит сразу, через 2-3 минуты усаживается, звучит сразу более женски, округло. Да, это опять же тот же самый свежачок направления фужерный, цветочно-древесный, кстати. И он менее переливчатый, монотонно звучит. Конечно, база тут сразу узнается, что это не Шанель. Но по звучанию, по похожести, ну, я бы сказала, 70-80%. Как замена очень достойна. Стойкость у него такая же, как у Шанса, ничуть не хуже. А цена, ну, судите сами. Сейчас он стоит, его можно на Marketplace взять где-то за 800-900 рублей.
Вот. А сколько сейчас стоит шанельский шанс, даже не берусь судить, потому что в открытом доступе в магазинах Шанель просто нет. Еще есть у меня интересная копия, вернее, начнем с оригинала, конечно. Это Олимпия по Карабан. У меня здесь вот в этом пробничке. Опять же, аромат известный, нашумевший, но чтобы его флаконить, не нужно было поносить. И я поняла, что не мой, брать его не буду. Чем пахнет Олимпия? Это такой жирный, белоцветочный, пряный, сладкий, максимально женственный, тяжелый аромат. Не мой по своему букету, но очень громкий, выразительный, комплиментарный, шлейфовый и стойкий. В свое время не купила, сейчас, конечно, покупать тоже не спешу. У меня есть на него копия, опять же, новозаревская, Алиана. Алиана в парфюмерной воде, есть также Алиана в духах. В парфюмерной воде мне нравится даже больше. Ну, здесь для меня меньше сладости. Здесь просто соленый попкорн и сахарная вата на морском побережье. Вот так примерно отсыл к отпуску. Все это более носибельно, чем Олимпия, чем оригинал. Да? Все это менее стойко, но более носибельно и универсально. То есть, в принципе, уместно под любой случай, под любой выход и практически в любое время года. Но я ношу в теплое. Ариана от Новой Зари. Что еще хотела вам показать на тему клонов или бюджетных копий известных ароматов? Хотела вам показать аромат, аромат, с которым я знакомила вас в предыдущих выпусках не раз в разных подборках. Majin Noir, туалетная вода, современная версия Lancôme. Ну, это древесный шипр, классика, только в новой сборке. Сейчас его не купить у нас, и он достаточно дорог. Есть такая у меня единственная копия в моей коллекции на него Magic Night Ascana. Вот, очень бюджетная, 300 или 400 рублей в свое время. Наверное, сейчас так и стоит. И я вам хочу сказать, что, конечно, великолепие пирамиды здесь не повторено. Ни шлейфа, ни стойкости. Но отдельными нотами аромат, да. Да, аромат повторяет Majin Noir. Для меня здесь есть какая-то невозможно свербящая нота. Не могу понять, какая. Даже это не амбра, деревяшка, что-то другое, которое, в принципе, мне не позволяет этот клон носить. Если для вас он будет не таким раздражающим, попробуйте, может быть, вы его оцените. Потому что вот сейчас еще раз сравниваю. Да, в направлении прям Majin Noir сделано, похоже. Про стойкость там и шлейфовость сказать не могу, потому что, честно, не носила, мне не понравился этот клон по своему звучанию. Есть у меня также еще и реплика на Шалимар классический, герленовский, парфюмированная вода, с которой тоже вас знакомила не раз. И эта копия называется Шалилар de Parfum от Новой Зари, снятость, которой сейчас уже нет, за ней бегают. Вот такая голубенькая, темно-синенькая, темно-зелененькая. И да, я хочу сказать, что аромат, конечно, герленовской чудной ванили не повторяет вот того переливчатого великолепия. Но прям на старте те же самые жженые покрышки, что и в Шалимаре присутствуют. И вообще сам аромат многим нравится больше оригинала, потому что он проще, и при этом он такой же диффузный, пахнет костром, он такой унисексовый, вообще лишен сладости. Тут ванили практически нет, но здесь есть и замша, кожа, и вот эти вот покрышки, которые горят, и прекрасный ладан. Вот, так что если найдете еще с рук этот аромат, поскольку это снятость от Новой Зари, попробуйте, достойнейшая копия вообще Шалимара от Герлен. Еще я расскажу вам сегодня о таком аромате, как Нарциссо Родригес for Her. Это у нас розовый нарцисс, розовый Родригес. Парфюмированная вода. Прекрасен. Прекрасный розовый мускус. То есть тут розы, мускус.
Очень красивый, великолепный. Такое ощущение, что это вторая кожа. Очень женственный, сексуальный аромат, мне очень нравится. Досадую я только на его низкую стойкость. И умеренный, кстати, шлейф. Он такой прям вот для личного использования. Вот вся его красота, она в радиусе там полутора, что говорю, полуметра до метра слышна. И дальше его не слышно, только вблизи к вам. Приблизившись, можно его ощутить. Очень красивый, нравится он мне. И мне кажется, что, и не только мне, кстати, реноме от Новой Зари. Вот у меня партия 04 22 года, B297. Очень похоже. Тут кто-то поспорит, скажет, что он раскрывается не розой, а персиками и другими фруктами реноме. Возможно. Но в базе, ну и мускуса, конечно, такого родригесовского нет. Но в базе аромат очень созвучен. Я бы сказала, это не клон, а я бы сказала, это на тему Родригеса. Вот. Поэтому реноме можно рассмотреть как такую бюджетную замену Родригес for Her. И завершу сегодняшний рассказ я вот таким вот интересным ароматом, который называется, фирмы Реплика, который называется By the Fair Place, то есть у камина. Очень красивая древесно-восточная композиция. Сейчас этот аромат снят, любители за ним охотятся. Вот, и стоит он сейчас уже, конечно, порядка 9-10 тысяч, что дорого. Вот, и, ну, чем он звучит, на что он похож, на что здесь слышно? Он звучит действительно таким прекрасным деревенским камином, дровами, дымом, смолистостью. Очень красивый, такой восточного плана аромат. Дымность, смолы, ель, кедр, можжевельник. Тут есть определенная сладость можжевельника. Все в нем присутствует. Великолепный. Пирамиду видите перед собой. И его, можно сказать, аналог, если не копия, это Bianco Laos Giordano Benessere. Фирме Giordano Benessere Bianco Laos называется аромат. Вообще, эта линейка очень интересная у фирмы. И тоже сейчас в доступе, к сожалению, она не свободна. Ее нужно поискать, если задаться целью. И на мой нос звучит этот аромат очень-очень приближенный к аромату у камина. Также смолисто, также дымно, чуть-чуть менее глубоко и чуть-чуть менее резко на старте. Знаете, если хотите облегченную версию, рассмотрите его. Вот. Пожалуй, вот два последних аромата менее известны, чем все прочие в сегодняшнем моем рассказе. Но, тем не менее, они тоже среди знатоков пользуются спросом. Ну, на сегодня про бюджетные копии известных ароматов это все. Ставьте лайк, если понравился выпуск. Пишите комментарии. Благодарю, что досмотрели до конца. Всего доброго, до новых встреч!